Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Днепр, бывший Днепропетровск. Поговорим с цифрами о том, что произошло в течение одного месяца, то есть это будут колебательные процессы, сравнивать будем январь с февралем 2026 года. Ну и в конце видео традиционно поговорим о тенденциях длиною в один год. Подводя итоги, сделаем, в общем-то, выводы и краткосрочный прогноз. Я скажу, что я предполагаю будет происходить до конца марта 2026 года. Я записываю в 8 марта 2026 года. То есть краткосрочный такой, так сказать, прогноз. Итак, друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Так. Постараемся разобраться, что происходит с рынком жилой недвижимости города Днепр. Итак, друзья, смотрим карту. На карте мы видим, что это Донецко-Приднепровский регион. Два крупных областных города входят, город Днепр и город, естественно, Запорожье. Сегодня говорим о городе Днепр. Рассказываю, как пользоваться данной картой. Вот здесь мы видим, это называется легенда карты, такие обобщенные данные, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец февраля 2026 года. Количество предложений, друзья, 40 540 объектов жилой недвижимости попало в выборку, и это показало нам снижение на 0,4%. То есть мы наблюдаем с декабря месяца, по-моему, или даже, может, да, наверное, с декабря, декабрь, январь, февраль, вот 3 месяца, как снижается активность по предложениям, но это понятно, что связано с отсутствием электричества. Нет электричества, возможно, у многих нет доступа в интернет, естественно, не с той интенсивностью выставляются на продажу квартиры, всевозможные интернет-порталы, сайты и электронные доски, с которых мы собираем информацию. Дальше. Социальное жилье. Стоимостной показатель снижение минус 0,36% за месяц. Напомню вам, друзья, январь-февраль месяц, это 2 месяца, которые показывают нам снижение стоимости квадратного метра. До этого с июня 2025 года по декабрь 2025 года рынок недвижимости по всем сегментам, по всем классам в городе Днепре показывал положительную динамику, то есть динамику роста. Переходим к эконом-комфорт бизнес-класс, также вторичный рынок. Друзья, снижение минус 0,25% за месяц. То есть январь-февраль мы видим снижение также происходит весь вторичный рынок по всем классам показал нам динамику снижения. Первичный рынок квартиры эконом-класс рост плюс 0,39%. Первичный рынок комфорт бизнес-класс рост плюс 0,43%. Ну и первичный рынок элитный класс также рост плюс 0,77%. Переходим, друзья, к следующему слайду. Здесь мы с вами поговорим о социальном жилье. Ну, в качестве примера видим город Днепр, административные районы и период сравнения всего лишь 1 месяц. Что бросается в глаза, наиболее подешевела недвижимость в Самарском районе. Это спальный такой район, массив, минус 0,41% за месяц. И меньше всего подешевела недвижимость в Соборном районе, минус 0,31% за месяц. Всего, видим, подешевела недвижимость за месяц на 0,36%, но это в целом по городу. Следующий слайд, здесь мы поговорим об аренде. Аренде жилой недвижимости, класс социальное жилье, друзья. Видим сравнение у нас третий квартал 2025 года с четвертым кварталом 2025 года также. И рост за квартал 1,37%. То есть, ну, это достаточно много для аренды. Ну, в дальнейшем, когда будем подводить итоги, поговорим.
об аренде сравним с рынком предложений квартир, которые выставлены для продажи. Следующий слайд появился благодаря вам, друзья. Я на протяжении многого времени вы просили меня, Андрей, пожалуйста, покажите, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны. Вот я сделал такой слайд на примере самого большого класса рынка недвижимости, это социальное жилье. Давайте попробуем разобраться. Итак, поквартальные исследования, март 2022 год, война началась в феврале 2022 года, 24 февраля. Итак, $626 за квадратный метр. Первый год войны снижение было порядка 9%. Второй год мы видели, что рынок встал на паузу. Это связано с тем, что, если вы помните, а я хорошо помню это время, значит, действительно, войска Российской Федерации отошли Харьковской области, Сумской, Черниговской. То есть нам с телевизоров говорили, что война закончится в этом году, и будем пить кофе там на набережной Ялте, Ялтинской набережной, точнее так, да. Но не получилось, как так сказать, как говорилось. Третий год войны показал нам снижение порядка 14% в годовом измерении. Ну и, друзья, видим, что с июня месяца 2025 года с какого-то перепуга рынок недвижимости, жилой, в данном случае социальное жилье, стал показывать динамику роста. Но надо отдать должное, в Харькове и в Одессе, да там весь 2025 год мы видели рост стоимости, а в Днепре только получается с третьего квартала. Но видим, что произошло в январе-феврале. Видим, что стоимость квадратного метра стала медленно и уверенно снижаться. Я предполагаю, что это начало трендов, то есть эти тенденции мы будем наблюдать на протяжении всего года. Тенденции снижения стоимости квадратного метра. В целом, друзья, вот здесь табличка такая, да, экселевская, посчитали за вас, за меня. Снижение за 4 года войны в целом минус 12,46%. Друзья, именно 12,46%. Кто-то мне говорит, Андрей, да не может этого быть. Что это у тебя за цифры такие, что в месяц у тебя там на 0,30% снижается. Друзья, ну вот смотрите, я в отличие там от тех, кто мне там пишет, совершенно, так сказать, не понимая, ну, в данном вопросе ничего, или поверхностно где-то слышал о каком-то там, так сказать, стат погрешности, я применяю в своих исследованиях научную методологию. Я показываю вам статистику, да, вы видите данные, которые, в общем-то, их можно потрогать, их можно разделить, да, ну, сделать там какие-то действия математические с ними. И, друзья, совершенно, как для меня очевидно, что рынок недвижимости не может показывать динамику снижения, там кто говорит на 60%, кто на 70% роста, ну, кому что приснилось. Почему? Во-первых, это не фондовый рынок. Фондовый рынок, там, где торгуются ценные бумаги, да, это спекулятивный рынок, там действительно за одну торговую сессию можно, в общем-то, стать или богатым, или нищим. За рынком недвижимости, а мы говорим о вторичном рынке, стоят, друзья, что люди. И продать просто квартиру с какого-то перепуга, как я люблю говорить, как правило, люди это не делают. То есть, или продается квартира, покупается что-то взамен. То есть, именно поэтому рынок недвижимости ведет себя достаточно, ну, инерция присутствует, но обвал, что произошел, я помню за весь период, когда я уже был взрослый, самостоятельный человек, уже занимался данной проблематикой. Это 2008 год. Это первый экономический кризис, кстати, был еще, когда Россия только что, ну, Украина разделилась от России. Тогда мы наблюдали, что рынок достаточно серьезно за первые полгода просел. И 2008 год, это тоже второй экономический кризис, ну, за мою жизнь, по крайней мере, я видел это, тоже достаточно сильно за первые полгода, тоже где-то процентов на 25, но это не за месяц, а за полгода рынок недвижимости просел. Ну и видим, с начала войны, это экономический кризис, и понятно, что война, рынок недвижимости, друзья, в целом, вот давайте еще раз повторюсь,
внизу данные, можете сами посчитать, подешевел на 12,46%. Переходим к следующему слайду. Здесь мы говорим о эконом-комфорт бизнес-классе. Это вторичный рынок, который подешевел на 0,25%. Можете посмотреть в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра, ну и в данном случае снижение также в процентном соотношении. Следующий слайд. Первичный рынок квартиры эконом-класс подорожал на 0,39%. Так, следующий слайд. Это первичный рынок комфорт бизнес-класс. Два класса попали в выборку. Здесь рост плюс 0,43%. Вы можете посмотреть, значит, в абсолютных цифрах стоимость квадратного метра. Видим, да, очень сильно отличается по админрайонам. Ну и, конечно же, рост также по административным районам. Следующий слайд – это первичный рынок квартиры элитного класса. Они подорожали на 0,77%. Хочу обратить ваше внимание, что квартиры данного класса продаются и строятся, точнее, Шевченковский, центральная часть города, Соборный, ну это центральный и так район практически, ну и центральный район. И в зависимости от локации вы видите, как сильно меняется стоимость квадратного метра одной и той же недвижимости, одного и того же класса. Друзья, следующий слайд. Здесь мы будем говорить о том, что произошло с недвижимостью на протяжении одного года. Период сравнения у нас будет февраль 2025 год на примере класса социальное жилье. $532 за квадратный метр. И уже в феврале 2026 года это $548 за квадратный метр, что показало динамику роста, друзья, плюс 3, ну, можно округлить, да, 3% в годовом измерении. Друзья, немного саморекламы. Мы также для крупных украинских банков и системных банков, которые иностранные, работают на территории Украины, готовим индекс рынка недвижимости. Вот на примере, давайте я вам покажу, индекса рынка жилой недвижимости, класс социальное жилье. Единичка, он положительный, запятая, 0,30. Как считается индекс? Он считается просто, если у вас есть статистические данные. Показываю на примере. 548 делим на 532 и получаем рост в процентном соотношении плюс 3%, ну или же положительный индекс единичка, запятая, 0,30. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам или риск-менеджменту. Данная категория людей по крупицам собирает информацию о том, что происходит с недвижимостью, и очень хорошо знает, как меняется стоимость денег во времени. Я же, друзья, один из немногих знаю в Украине, как меняется стоимость уже недвижимости во времени. Поэтому вот наша синергия знаний поможет и вам, друзья, в вашем сложном бизнесе, и мне, в общем-то, дальше развиваться, заниматься наукой, ну и развиваться компанией Alim Consulting. Напомню вам, меня найти можно, телефон есть в описании канала. Напишите или позвоните, это Viber телефончик. Мы составим техническое задание. И, естественно, вы будете получать раз в квартал по всему портфелю недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. Вы будете видеть, как меняется уже стоимость данной недвижимости во времени, друзья. Вот это, еще раз повторюсь, синергия знаний, она, в общем-то, будет работать на ваши интересы, ну и, естественно, на моей компании Lim Consulting. Итак, друзья, это была реклама. Переходим к последнему слайду. Здесь мы сравним по предложениям рынок, это предложение на продажу и класс социальное жилье и аренда. Я не менял вот этот верхний график, видим рост 3% за год. А вот здесь давайте попробуем разобраться. Красная строка – это у нас аренда социального жилья. Я для вашего удобства перевел аренду, хоть она в гривне, да, ну, привязана к доллару, естественно, но люди сдают в аренду квартиры за гривну, привязывают еще раз к курсу доллара. Для того, чтобы в одной валюте считать, так как недвижимость продается на вторичном рынке за доллары, и я привязал это все к доллару. Итак, мы видим, что сравнивая
декабрь 2025 года с декабрем 2024 года, это долгосрочная аренда, за год аренда выросла в долларах, подумайте только, на 4,42%. Ну, друзья, это очень много. Для примера, приведу вам пример простой. Если у вас есть, допустим, какая-то сумма денег в долларах, вы хотите положить, открыть депозит в любой коммерческий банк, вы узнаете, что за ваши доллары вам предложат всего лишь 1% в годовом измерении, такой пассивный доход у вас будет. Ну, где-то я видел 1,5, но, скорее всего, это будет 1%. Так вот, друзья, здесь вы видите 4,42% рост, ну, я привязал к доллару, да, это достаточно много. Я предполагаю, что вот это мы достигли пика роста стоимости как по предложениям квартир, которые выставляются на продажу, так и по аренде. И весь 2026 год мы будем уже видеть, как будет снижаться арендная ставка на жилую недвижимость. И, естественно, будет снижаться стоимость квадратного метра. Также жилой недвижимости весь 2026 год. Итак, друзья, останавливаю показ слайдов. Ну что, в общем-то, мы подвели итоги по прогнозам длиною в 1 месяц. Это, ну, краткосрочные прогнозы. Да. Я думаю, что за месяц динамика снижения сохранится и жилой недвижимости. И мы увидим на вторичном рынке где-то снижение еще может быть 0,5%, может быть максимум 1%. Это все будет зависеть, насколько близко будет двигаться линия фронта, так как начинается весна, весенняя кампания у них. И, в общем-то, это внешние факторы, которые, ну, я абсолютно не могу предугадать. Но динамика снижения уже будет присутствовать, в этом я не сомневаюсь. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки видео, писать мне какие-то, задавать вопросы, я отвечу обязательно. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Олимп Консалтинг. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.